Всем привет, мои хорошие! И сейчас вы, как всегда, находитесь на канале Максимова Стайл. Это все о красоте и вообще о жизни. Сегодня мы будем снимать биоленту. Со своей биолентой я проходила, у меня было 2 коррекции. Я проходила один раз 2,5 месяца, один раз тоже 2,5 месяца. И сейчас я проходила где-то 1,5 месяца со своей биолентой. Вот так мои волосы выглядят с биолентой, вот вы видите. Сейчас я покажу, как она у меня стоит. Вот она у меня, биоленточка одна. Вот она. Вот одна биолента. И здесь на височных зонах у меня еще стоит. Вот здесь у меня стоит биолента. Вот. И с этой стороны у меня тоже стоит биолента. Вот. Сейчас вы увидите полный процесс снятия. А самое крутое, что вы сейчас увидите. Мне снимут биоленты. Дальше мы делаем по плану К18. Мои волосы восстановим, я всегда пользуюсь этим уходом, мне очень нравится. И нарастим мне мое капсульное наращивание вот такой длины, немножко другого цвета, но мы покажем, как мы потом мою макушку спрячем. В этом ролике вы увидите про биоленту, а следующий ролик будет про капсулки. Сегодняшний день будет посвящен, чтобы снять для вас 2 ролика о наращивании. Что, мои хорошие? Поехали! У-у-у! Сегодня со мной будет работать мастер Алина. Алина у нас самый молодой мастер, который пришел к нам совсем недавно, где-то месяцев 8, да, Алинка? 7 месяцев, как Алина работает у нас. Закончила она, конечно, что вы думаете, мой онлайн-курс. Вот. И вы не поверите, Алина наша готовится на чемпионат по наращиванию волос Hair Extension Guru 2022. Поэтому сейчас тренируется на мне, тренируется на кошках, да, чтобы выиграть чемпионат. Смотрите, мы вам тоже в следующих роликах будем снимать, как у нас идет подготовка к чемпионату. Будет очень много интересного, поэтому смотрите наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, пишите нам комментарии. Мы очень любим, когда вы пишете нам хорошие комментарии. Но если вы хотите выразить свое мнение и вам что-то не нравится, моя большая просьба – давайте будем переходить не на токсичное общение, выражайте свое мнение, только не переходите границы на клиентов. Но если кто-то мне напишет какое-нибудь говнецо, так я не обижаюсь, потому что я всегда даю ответочку. Итак, чтобы у вас не возникало вопросов, у меня стоят новые нитки, поэтому у меня тут заклеено, тут заклеено, тут заклеено. Кто-то там написал мне, что я бабка, так вот, бабка хочет быть молодой. Мы сняли ленточку, у нас остался липкий слой, и мы аккуратненько по волосиночке, придерживая сам липкий слой, чтобы не размазать клей, по волосам достаем по одной штучке. Периодически сбрызгиваем жидкостью для снятия горячего. Вот уже мы сняли, практически сняли липкий слой.
Вот мы сняли липкий слой. Волосы абсолютно не повреждены. Липкости на них нет. Это все, что я хотела сказать. Вот мы уже сняли биоленты Жанне, сняли липкий слой. Так как у Жанны было комбинированное наращивание, сейчас мы будем снимать капсулки. Снимаем их тоже с помощью жидкости. Сначала я замачиваю все капсулки. Они тут стоят в хаотичном порядке, потому что мы тушевали макушечку. Замачиваю все и начинаем жамкать. Я так чувствую, как у меня волосы отросли длинные, да? Вообще капец, каре, прикинь. Мы продолжаем снимать капсулки. Аккуратненько их жмякаем щипцами и... По принципу взял Раз. мяч, бери и херач. Да. И каждую аккуратненько. Вот это вот. Максим, покажи мои тапочки, которые мне клиентка подарила. Смотрите, какие мне тапочки подарила клиентка. Как приятно получать подарки от клиентов, да? Классные тапочки. Да, скажи. потом люди посмотрят видео, посмотрят, что на этих столах Ну обычно. и что? Это же мой столик, я его вытру, господи. Столик лично я дизайн делала, стол подножка называется. А золото настоящее на тапках? Ну, ты уже хочешь дофига. А даже если бы настоящее, думаешь, мы бы признались? И, кстати, Максим, ты видел, что нам пишут, что у нас качество видео стало зашибенское? Нет. Нет? Не, Оператор даже не Да. знает таких моментов. Пишут люди, так приятно. Да? Так как наша Жанна фанат номер 1 процедуры К18, мы не можем ее не сделать перед наращиванием. Значит, мы поэтапно уже смочили волосы немножечко водичкой, делим визуально на 6 зон волосы и наносим спрей. Спрея много тоже нельзя. Да, Жанна? Да. В его состав входят летучие спирты, которые очень хорошо проникают в волос. У нас на ютубе есть видео, которое посвящено процедуре К18. Ссылочка будет вот здесь, Вот здесь. может и сверху, где хочешь. Где будет ссылочка, я сразу покажу. Вот. Максимка. Нет, ты правильно показала. Супер. Видите? Просто Маша. сниматься в ютубе мое призвание. И в тиктоке. Да у нас у всех призвания. Таня, он последний ролик в стрике просмотра завалила. Такое ощущение, что мне надо идти на пенсию. Ждем Девочки, вы в 4 курсе, минуты. что у нас съемки, нет? Не в курсе? Так вы же что, Алинка говорила, что ее призвание сниматься буду. Так она и снимается, так Так я же это, ну, типа, комментирую. Ну все, Все, нанесли спрей мист и ждем 4 минуты. Что снимаем? Как мы снимаем все в лайфе, не приготовлено. А за это время мы посмотрим Жанину кожу головы, изучим. Ты туда. Я смотрю Да. сюда. Это Максиму надо тоже. Но мне можно сделать. Нужно даже. Скрабик. Короче, мы после этого миста сделаем мне скраб и потом нанесем маску мист, да? Да. Ой, сальные железки мои. Короче, почистим мы меня сегодня полностью. У меня будет полная перезагрузка. Вау! Максим снимает. Вау, как это жирные жирники. Фу, все это надо убрать. Девочка, уберите мне это. Я хочу быть Жанна делала красивой. когда-нибудь пилинг кожи головы? Ну, делала лет фиг знает сколько назад. Все, он зашлаковано, смотрите. Вот. Короче, Представьте, сегодня- люди, которые вообще не делали ни разу пилинг кожи головы. Поэтому у нас появилась новая процедурка. Все в студию Максиму на пилинг кожи головы. Особенно после наращивания. На пиво. Особенно. И на пиво можно тоже. Нет, вино, ну попозже. Чуть-чуть надо побыть в балансе. Дай хоть Медичота. медичота. А не течет. Медичота. Неважно, говорится медичот. Так давай! Стой, закрываем заново. Итак, наш ассистент сегодня будет нам показывать распаковку нашего пилинга для кожи головы от фирмы Медичота.
Имеет очень-очень приятную структуру, цвет и запах. Давай пожамкаем. Так ты к наушнику жамкой, к наушнику жамкой. Реально. Давай звук. Есть что-нибудь? Перед процедурой пилинга кожи головы нам нужно намочить волосы и хорошенько их отжать. Так как у Жанны волосы пористые, их отжимать даже не надо, они все впитают. Ассистент. Наносим. Можно вот так вот по рядочкам. Тоже к этому, к звуку. И вот так вот по рядочкам наносим на голову. Мне главное сверху хорошо прям проскрабировать. Все поскрабируем вообще. После этого процедуры, вот когда уже мы будем смывать волосы, они настолько чистые, настолько кожа головы чистая, что идет, вот когда только проводишь руками по волосам, они аж скрипят. Так классно вообще. У нас, короче, И там, выпуск где лента с стоит. элементами АСМР будет. И там, где лента стояла, там тоже надо проскрабировать, потому что там вот это. Я сначала вверху. И хорошенько массирующими круговыми движениями втираем в кожу головы. Блин. Давай. Что, вот так вверх только часть, чтобы там где лента. Как ощущения? Жанна, как ощущения? Хорошо. Жанна любит, когда ей шкрябают хорошо ногтями. Так вот. Сейчас как. Ты сильно не пристарайся. Надо пилинг? Угу. Я уже Сюда, сама на эти вот, на вот эти места хочется добавить. Вот на вот эти. Тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь. Все, погнали. Мы нанесли пилинг кожи головы. Сейчас мы его смываем и будем мыть Жане голову шампунем глубокой очистки 2 раза. Один раз можно, мы ж пилинг сделали, нафиг 2 раза. Ну, Жан, надо смыть, да. Да? Там же, Жан, мы наносили этот Ладно, не буду. двухфазник, как его? Ревивор, ну, Ладно, конечно. технологию не нарушаем. Не Ладно, нарушаем. 2 раза, так 2 раза. Мой 3. Да, но перед наращиванием мы всегда будем мыть, всегда мы моем 2 раза. Ну что, ассистент? А почему именно этим ты решила? Почему не нашим? Это посильнее. Посильнее? Да. Это же перед ботоксом это. Не знаю. Ну, слушай, как это? Они скрипят без пены. Мы уже помыли 1 раз шампунем глубокой очистки. Сейчас мы моем 2 раз. Хорошенечко промываем все зоны, где будем наращивать. Височные нужно хорошо помыть. За ушками, внизу. Макушечку. Все. Намываем хорошенько, И короче. вот тут тоже надо. Вот тут. А что дальше? Встаем. Идем на процедуру К18, часть 2. Давай чуть-чуть подсушу, и пока успокоивайся. 2 этап. Может, Процедура мало подсушить, К18. может, чуть больше подсушить. Вот такие вот уже волосы до процедуры К18. Да. Ну, чуть больше, подсуши больше, Алинка. Они прям мокрые внизу.
Я хочу, чтобы в конце хорошо впиталось, потому что у меня... Мы активируем в ладошках маску К18, и она увеличивается в объеме в 10 раз. И наносим на волосы. Сейчас я еще раз выдавлю, еще раз покажу. Хорошенечко. Мы уже нанесли второй этап процедуры К18. Это маска. Мы подождали 4 минуты. Маска не смываемая, поэтому мы уже сразу начинаем сушить волосы. Так, вот мы и сделали процедуру К18. Посмотрите, какие уже они стали плотные волосы. Насколько они наполненные, напитанные. Вот, после снятия биоленты хочу показать вам, что у нас волосы в идеальном состоянии. Никаких надломов, ничего нету. И это волосы человека, который наращивает их больше 20 лет. Поэтому наше наращивание не вредит волосам. Так, теперь мы смотрим кожу головы после пилинга. Тебе Туда. Вот дырочки свободненькие появились. Сейчас у Жанны волосы заколосятся еще больше. Ну. Давай тогда снизу. И им ничего не будет мешать. Но у меня, кстати, все равно кожа головы, я так понимаю, жирная, да? Да, она сама по себе вот такая. Но видишь, Ну вот чуть-чуть все равно плоховато почистила. Я говорю, вот тереть надо лучше, но тут чистенькие. Вообще вот тут чистенькие. Похоже на сухую кожу просто. Ну, А не что на какое-то нет, смотри, загрязнение. вот можно даже тут снять, тут она сухая, вон она шелушится. Да, Жанна, Вот. это не загрязнение, это просто чуть-чуть шелушится. Вот они. Угу. Так, давай туда опять. Вот тут сверху мне пройдите. Сейчас. Но у меня, кстати, волосы классно растут из одной луковицы. Вот тут хорошо видно, вон они дырочки. Сейчас. Блин, Оно тяни чуть-чуть. подзависает, кстати, немножко. О, все видно. Угу. Если можно еще пару раз сделать пилинг мне. Вот, тут вообще, смотри, какие хорошенькие дырочки мои. Дырочки мои. В общем, о, красивая моя кожица. И виски давай. Давай. Мне, кстати, классно было. Ой, тут вообще хорошо. Видишь, какие дырочки мои. Мои волосики вот. О. Тут чуть-чуть шелушение. Так, ну нормально. В следующий раз еще сделаем, тут вообще классно почти. Ну да, вот оно видно даже тут, можешь показать, вот где мы засмотрели. Сейчас вот они шелушатся. Так что это Ну, у меня такая кожа может быть. не жир. Не жир. Так, и еще покажем вам что. Покажем вам пасхальное яйцо, которое я привезла с Грузии, с монастыря мужского. Мне подарили пасхальное яйцо, мы его, правда, били об этот, смотрите, оно закостенело. Это было вареное яйцо, которое сделали монахи и подарили мне. В этом году я тоже полечу в тот монастырь, подарили его мне. И посмотрите, какое оно стало. Просто оно, видите, святое яйцо. Прям, смотрите, какое стало классненькое. Вообще супер. Классненькое. Тогда оно было магазинное, там вон даже видно красные штучки, вон там красненьким написано, какого числа оно там. Итак, этим пасхальным яйцом мы заканчиваем наш ролик. Готовимся к Пасхе, медитируем, сидим на пасхальной диете. И я полечу в Грузию на Пасху. И постараюсь вам оттуда снять этот монастырь, если меня решат, и привезу еще таких яиц. А это был канал Максимова Стайл. Сегодня вы меня видите со своими волосами. В следующем ролике меня увидите с супер крутым наращиванием. Пока!